Вот, сейчас мы попробуем. Очень нежные. Курочка такая хрустящая получается. Сегодня выходной, и я решила приготовить донаты. Такие пончики вкусные. Так, в дежу сначала я добавляю все жидкие продукты. Масло, 2 яйца комнатной температуры, молочко тепленькое. И добавлю дрожжи. У меня не сухие, свежие дрожжи, поэтому вот так их раскрошу. Затем я добавлю сахар, ванильный сахар, 2 пакетика. Так, солью немножко. Муку нужно просеять обязательно. Так, ну все, я засыпала в дежу, поставила в комбайн. В комбайне быстро взбивается. Если руками вымешивать, это минуту 15 нужно будет. Все, замесили. Вот такое мягкое тесто. Оно не липнет к рукам. Очень классное. Сейчас я его поставлю на расстойку. Немножко я смазала маслом растительным. И положу его. Пусть подходит. Где-то на час. И поставлю в теплое место. Так, друзья, прошел час. Вот так у меня тесто подошло. Вот такое. Сейчас я его обомну. Какое ароматное. Пахнет ванилькой. Так. Постоит оно пару минут, и я его раскатаю. Прошло пару минут. Сейчас я тесто раскатаю толщиной приблизительно 1 сантиметр. У меня есть вот такая специальная форма для пончиков, но можно вырезать любым предметом, как говорится. Можно даже чашкой вырезать. Так, сейчас я их быстренько вот так прорезаю. Я ее буду складывать на противень. Противень я застелила бумагой пергаментной для расстойки. Вот такие получаются пончики. Пусть они постоят, я их накрою, немножко подойдут, и потом будем жарить на растительном масле. В сковородку я налила растительное масло, поставила на небольшой огонь, вот такой. Проверяю спичечкой, ну, как бы зубочисткой в моем случае. Если идут такие пузырьки возле зубочистки, это значит масло прогрелось, можно жарить. Или можно еще вот таким способом. Кусочек оставить теста и положить. Оно начинает подниматься потихонечку. Значит, все хорошо. Я всегда люблю, чтобы были большие, вкусно, не мелкие делаю. Они еще увеличатся в объеме. Если на сильно большом огне жарить, то они могут внутри не пропечься. Нужно таком на небольшом огоньке. Так, друзья, на водяной бане я растопила вот такую глазурь. Буду покрывать пончики. Так. Вот такая красота. И сверху я присыплю
сублимированной вишней. Вот еще поставила клубнику со сливками глазурь. Вот такого цвета клубника со сливками. Они очень мягкие. Очень вкусные. Фисташкой. Можно сублимированной вишней. Вот такая красота у меня получилась. 20 пончиков больших хватит на всю семью. Очень вкусно. Они мягенькие. Сейчас будем пробовать. Ну вот, сейчас мы попробуем. Очень нежные. Курочка такая хрустящая получается. Сами очень вкусные. Готовьте. Рецепт внизу будет под описанием. И давайте делиться. Я с удовольствием сделаю что-нибудь по вашему рецепту. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Всем пока-пока!